Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный, легкий, освежающий апельсиновый десерт Касабланка. Десерт превосходно подходит в качестве десерта после очень плотного застолья. Настолько он хорошо освежает, настолько он легкий. Готовить я его буду сам десерт, без шоколада, я имею в виду, без яиц и молока. Украшать здесь можете на ваш вкус. Итак, с одного апельсина я сейчас снимаю цедру. Апельсин такой достаточно крупный. Цедру нужно снять аккуратно, чтобы ни капелька белого слоя не попала у нас потом в продукт. Вот такая оранжевая цедра должна у нас получиться. Из 1 килограмма апельсинов я выжимаю сок. Возможно, ваших апельсинов понадобится килограмм 200. Все будет зависеть от качество именно от толщины кожицы ваших апельсинов, которые вы будете брать. Конечно же, вы можете взять и готовый апельсиновый сок, но даже если вы будете брать готовый сок, я советую все-таки цедру одного апельсина туда добавить, чтобы была насыщенность именно вкуса. Сейчас 300 мл сока я отливаю и буду доводить это до кипения, и 100 мл я оставляю здесь и потом разведу в них крахмал. Сразу отвечу на вопрос в комментариях. Конечно, вместо апельсинов можно здесь использовать мандарины. 100 мл сока отставляю пока в сторону. Добавляю сейчас к соку всю цедру и довожу до кипения, но не кипячу. 30 грамм сахара у меня здесь, 35 грамм кукурузного крахмала. Апельсины у меня сладкие, поэтому я беру всего лишь 30 грамм сахара. 100 мл оставшегося сока. Я просто развожу весь свой крахмал здесь. Не было, чтобы комочков. Развести нужно хорошо. Как видите, я не добавляю ни яиц, ни желтков, ничего. Иду сейчас, довожу всю эту смесь до кипения. Закипает смесь с цедрой. И добавляю туда аккуратно всю крахмальную смесь. И теперь при непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном на умеренном огне я довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю все это с огня. Добавляю сейчас туда 30 грамм холодного сливочного масла, чтобы смесь побыстрее охладилась. Все это перемешиваю и уже разливаю порционно в ту посуду, в которой я и буду подавать. Вот это уже важно, чтобы посуда у вас уже была готова. Также очень важный момент, что после того, как мы ввели масло, ничего здесь ждать нельзя, иначе масса загустеет. Сразу же нужно разливать по порционным стаканам или розеткам. У меня получится 4 порции. Сейчас, как только пар выйдет из этого всего, я сразу же поставлю это в холодильник. Примерно на 1 час. То есть этот десерт можно готовить не то, что когда гости на пороге, а когда гости уже сидят за столом. Убираю в холодильник. И в это время я сразу же буду охлаждать ингредиенты для шоколадного крема. 100 мл сливок для взбивания я довожу до кипения, но не кипячу. Очень быстро закипела эта масса. Добавляю туда 50 грамм шоколада, 40% какао. Это все на ваше усмотрение. Вы можете и молочный шоколад брать, можете горький вообще взять, а можете вообще не украшать этим кремом, а просто посыпать какой-то посыпкой или же конфетами просто украсить. Как вы захотите. Это я просто показываю, чтобы был богатый очень вкус у этого десерта. Вот с шоколадным кремом просто изумительно вкусно получается. Убираю также на час в холодильник. По прошествии 1 часа все массы у меня уже застыли, охладились. Я взбиваю сейчас до устойчивых пиков. Шоколадная вот эта масса очень хорошо взбивается. Сливки не менее 30% жирности. Если у вас есть, допустим, какой-то сыр сливочный, вы также можете с растопленным шоколадом взбить, если у вас, допустим, нет сливок под рукой. И третий вариант, который прекрасно также взобьется без сливок и сыра. Для этого следует взять 70 мл сливок, 30 грамм сливочного масла, довести также до кипения, в этой горячей массе растопить 50 грамм шоколада, остудить, и все прекрасно взобьется. Рецепт я оставлю в описании. Перекладываю все это сейчас в кондитерский мешок. Насадка здесь у меня кондитерская 1М, большая звездочка. Вы можете любую насадку брать, которая у вас есть в наличии. Насадка звездочка здесь потребуется. Украшаю вот такими розеточками, самыми примитивными, самыми простыми, показываю для новичков.
И все, десерт уже в принципе готов. Сочетание изумительное получается. На крупной терке вот так вот сняла цедру с апельсина, посыпаю этой крупной апельсиновой цедрой и обычной сахарной шоколадной посыпкой. Десерт готов. Десерт изумительный. Без желатина готовили. Как вы видите, все прекрасно застывает. Вкуснейший. Сахар регулируйте по вашему вкусу именно ваших апельсинов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.